Привет, я веганская домохозяйка, лайфстайл-блогер, ютубер и создатель веганских рецептов. Сегодня я расскажу вам, почему я стала веганкой 2,5 года назад и покажу вам город Бостон, в котором я живу. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого видео, то обязательно напишите их в комментариях внизу, и я постараюсь ответить каждому из вас. А также давайте поблагодарим Михаила за его отличный канал. Поставьте этому видео лайк в знак благодарности. Это вам не молоко, в нем нет антибиотиков. Это новый, стопроцентно растительный продукт из отборного овса. Прощай, молоко, не кисни! Первый раз я узнала о веганах, наверное, лет 6 назад. Брат моего мужа пригласил нас на бранч, и там же на бранче была пара, они были веганами. Тогда я подумала, что это просто идиоты, что они едят. Это у меня вызвало очень такую сильную реакцию почему-то. Моему мужу как-то было до них все равно, а мне просто, я не знаю, они меня так разозлили почему-то. Вообще я росла в обычной русской семье. Всегда, когда я не хотела доедать еду, мне мама говорила, что надо доесть мясо. Если я не буду мясо, то я буду заваливаться. Бабушка моя меня вскармливала просто на молоке. Завтрак каша на молоке обязательно с добавлением масла. Суп обязательно со сметаной. Ну и на ужин, естественно, мясо. Если картофель-пюре, то тоже, конечно же, с маслом, конечно же, с молоком. За лето у бабушки я набирала достаточное количество веса каждый год. Но моя бабушка считала, что вес – это хорошо. Она, конечно же, росла во времена голода, и быть немножко поплотнее считалось признаком достатка в семье. Конечно же, потом я подросла, и, в принципе, питание мое достаточно не изменилось. Я питалась также огромное количество молочных продуктов, мяса. А в то время я считала, что, кстати, мое питание очень даже здоровое. Я не знаю, почему я так думала, но я была уверена, что у меня очень полноценная диета. Постоянно болел желудок, у меня в сумке всегда был мизим, либо фистал. И я его пила постоянно. Ем ужин, сразу 2 таблеточки мизима, фистала, и вроде бы все нормально. Но мне почему-то казалось, что все равно я очень здоровый человек. Если бы меня кто-то тогда спросил, я бы им сказала: да вы что, у меня со здоровьем все в порядке, у меня все вот так. Конечно же, с таким воспитанием я никогда бы не подумала, что я смогу стать веганкой. К сожалению, пришла я к этому достаточно через очень трагичное событие в моей жизни. У моего близкого родственника обнаружили рак. Я достаточно уже привыкла к тому, что рак у всех практически во взрослом возрасте. У меня, у бабушки рак, у моего мужа, бабушки, дедушки, у всех рак. У многих, у моих друзей тоже бабушки, дедушки умирают в основном от рака. Конечно, все мы привыкли уже видеть детей, которым собирают деньги на лечение. Но когда это происходит в твоей семье, совершенно по-другому это воспринимаешь. А этому родственнику не было даже еще 45 лет. Я почувствовала себя очень беспомощной, я не знала, что мне делать. Единственное, что пришло мне тогда в голову, это пойти в библиотеку и начать читать книги по поводу рака. И я была уверена, что в современном мире уже должны быть какие-то решения этой проблеме. Что я, в принципе, сделала? Я пошла в библиотеку, стала читать книги. Было очень много ссылок там на исследования, какие-то исследования я потом взяла, начала читать. У меня нет никакого образования, ни медицинского, конечно же, ни биологического, ни химического. Читать все это было очень сложно. И кто-то мне порекомендовал, что, в принципе, книга «Китайские исследования», она будет написана доктором Колином Кэмпбеллом на основе его огромного исследования, которое было спонсировано правительством Китая. И что, в принципе, можно, если мне тяжело читать именно вот сами исследования, то можно попробовать более популярную литературу почитать, как эта книга. Конечно, у меня немножко челюсть отпала, когда я это начала читать. Это просто разрушило мой мир. Прочитав это, я была не на 100% уверена в этом решении, но я сразу же прекратила есть мясо и молочные продукты. Через некоторое время я посмотрела фильм Скотта «Заговор», и в очередной раз я была просто в шоке, в каком невежестве я жила все эти годы. Насколько я не понимала вреда скотоводства для нашей планеты. Я всегда считала себя таким защитником планеты, что я не хочу делать ничего, чтобы приносило, чтобы оставляло такой негативный след после меня на планете. Конечно, этот фильм окончательно подтвердил мое желание оставаться веганом. Скучаю ли я по невеганской еде? Как вы знаете, я сразу перешла с мясо-молочной диеты на веганскую еду. И сказать честно, у меня никогда не было такого желания вновь вернуться к мясу. Скорее всего, это было потому, что я знала, насколько для меня это плохо с точки зрения моего здоровья. Ну и потом, далее, конечно же, я узнала о проблеме с окружающей средой, ну и, конечно же, этическая составляющая тоже. Поэтому для меня я больше не рассматриваю продукты животного происхождения как еда. Для меня это как, знаете, как пластмасса, либо как что-то такое несъедобное. То есть если я вижу, что в этом
например, печенье есть молоко, для меня это сразу, это мерзко, я это не буду есть. Ну а теперь про здоровье. Изменилось ли мое здоровье при переходе на веганство? Скажу сразу, у меня не было никаких таких серьезных заболеваний, типа диабет, не знаю, сердечные заболевания. Ничего такого у меня, в принципе, не было. Конечно же, у меня были боли в желудках. Естественно, с веганством они прошли. У меня больше нет гастрита. Я не пью мизим и фистал с каждым приемом пищи. Конечно же, болею до сих пор простудой, но это не 2 раза в год. Может быть, всего лишь 1, иногда даже и не всегда я ей болею. Но моя простуда остается простудой. Она не переходит в ужасный гайморит с этим заложенным носом на 3 недели, когда невозможно его высморкать, эти желтые сопли, боли в голове, ужасная температура, кашель, который нескончаемый. Нет, просто обычно может быть небольшой насморк. Сон тоже стал лучше, я стала высыпаться гораздо легче. Ну и вообще ощущение после еды гораздо более легкое, нет такой тяжести, когда поел и хочется спать. Наоборот, поел и хочется идти на природу, гулять, заниматься спортом. Кстати, о вопросе, скучаю ли я по невеганской еде. Сейчас я нахожусь в кафешке, на которой называется By Chloe. Это ресторан быстрого питания, который полностью веганский. Создательница его, Хлои, выиграла недавно шоу «Капкейковые войны». Ее капкейки веганские были признаны самыми лучшими, обошли все капкейки с молочкой и яйцами. И теперь она открыла сеть своих ресторанов. Ну, правда, у нее уже купили, она больше не владелец. И сейчас я буду здесь кушать мой ужин. В городе в моем не так много этих ресторанчиков, но я решила вам показать его. Сейчас я нахожусь напротив магазина Whole Foods. Это магазин здорового питания в США. Нет, он не полностью веганский, но здесь куча веганских товаров. И, кстати, создатель этого магазина, его основатель, полностью веган уже очень много лет. Пойдемте, я покажу вам, что я тут буду покупать. Вот так вот выглядит этот магазин изнутри. Посмотрите, огромное количество свежих овощей и фруктов. Большинство из того, что здесь продается, это полностью органика и фрукты и овощи, которые выращены местно, недалеко от этого магазина. Вообще девиз этого магазина: покупай всегда то, что в сезон, покупай всегда то, что местное. И, конечно же, я не могу не согласиться с этим лозунгом. Я тоже всегда стараюсь есть сезонные продукты и покупать местные выращенные продукты. Конечно же, такие продукты будут самые вкусные, и у них будет больше всего витаминов. Ну а сейчас я покажу вам молочную секцию этого магазина. Вот они, растительные выборы. Посмотрите, это миндальный йогурт, очень много его тут, а также растительное молоко. Посмотрите, сколько здесь полок, просто стеллажи с этим молоком. Есть молоко на любой выбор. Вообще даже вам не все показываю. Здесь реально полки просто от него ломятся. И рисовые, и миндальные, и кокосовые, и соевые. В общем, полно его здесь, этого молока. Также веганский сыр очень популярен сейчас в США. Посмотрите, это такой сыр натертый уже. Его можно класть сверху на пиццу. Моцарелла, вот, чеддер. Также, конечно же, сыр продается и в кусочках, и в блоках. В общем, разные варианты, и полезные, и неполезные. Но соседствует он вот с коровьим, с обычным сыром. А это чизкейк, конечно же, веганский. И рядом с чизкейком у нас здесь полно мороженого. Мороженого, как и молока, просто целые стеллажи. Тоже выбора полно. Вот на палочке есть эскимо, полностью веганское. В общем, выбор есть, мороженое всегда для веганов тут в ассортименте. А это просто разные сосиски. Американцы, они же любят разные хот-доги. Вот, посмотрите, тут разные варианты этого всего. А это у нас сейтан. Да-да-да, на сэндвичи очень здорово добавлять. Но это гордость всей веганской Америки. Beyond Burger, полностью растительный, без сои, без глютена, нет ГМО, 20 грамм белка и по вкусу как настоящая говядина. Конечно же, имитация мяса здесь тоже полно. Вот имитация курочки, имитация рыбы. В общем, тоже вариантов здесь просто уйма. Посмотрите, посмотрите, если кто-то вам скажет, что будущее не веганское, не верьте этим людям. Это все веганские продукты. А это суп доктора МакДугала, моего любимого доктора, тоже полностью веганский. А это веганские вкусняшки такие вот для собачек. Здорово, да? А это уже приготовленная еда. Не вся она здесь веганская, но вот посмотрите, веганский источник белка. Тофу, фасоль, нут, фалафель.
Ну и также просто обычные овощи разные. Но что меня на самом деле удивило, посмотрите, это тофу, омлет из тофу. Вот такой вот отличный завтрак можно здесь отведать. В этом магазине также продаются разные средства для ухода за кожей. Многие из них веганские. Например, вот эта вот масочка, которую я нашла и купила. В этом магазине также продаются книги про веганство. Вот, например, книга на основе китайского исследования. А эту книгу написал CEO Whole Foods про свою цельно-растительную диету. Я вам обрисовала тут такую радужную картину веганства в США. Это все не так. В этом магазине также продаются продукты эксплуатации животных, такие как яйца и мясо и молочные продукты, к сожалению. В этом году я впервые в жизни выращиваю свои собственные помидоры. Посмотрите, моя большая гордость. Ну а сейчас я расскажу вам по поводу того, как моя семья отреагировала на мой переход на веганство. Моя мама заплакала. Да, я даже не шучу, она заплакала. Моя бабушка сказала, что я вступила в секту. Единственный человек, который меня поддержал, это был мой муж. Но мой муж на тот момент, он понимал, что я нахожусь в таком шоковом состоянии, у меня состояние стресса из-за вот этих медицинских проблем моего родственника. И он, в принципе, согласился со мной повеганить, поддержал меня в этом полностью, хотя в глубине души он был, конечно же, не согласен. Он просто решил меня не нервировать на тот момент и, возможно, через некоторое количество времени сказать, ну все, давай теперь обратно возвращаться к мясным и молочным продуктам. Но этого не случилось, ура! Потому что я его веганизировала, и теперь у меня полностью веганская семья. Ну а теперь скажу вам по поводу моей мамы. Конечно, ее реакция вначале была очень негативная, а теперь она практически тоже веган. Наш Новый год, который мы справляли вместе в этом году, у нас был полностью веганский стол. Это, конечно же, не может не радовать, поэтому если у вас есть родственники, которые не веганы, будьте к ним более терпимы и старайтесь объяснить им, почему веганский образ жизни – это наилучший образ жизни, который они могут выбрать для себя. К сожалению, у меня до сих пор нет ни одного веганского друга. Это, конечно, очень грустно, и, наверное, поэтому я начала свой YouTube-канал, на котором я делюсь с вами моими рецептами того, что я ем дома каждый день. Также готовлю для вас рецепты известнейших веганских шеф-поваров, как в Америке, так и в Великобритании. Также я беру вас с собой в путешествие, показываю, что я ем, когда я на отдыхе, ну и рассказываю разные другие лайфхаки. Я уверена, что будущее будет веганским. Уже сейчас 1 из 12 детей в Великобритании воспитывается как веган. Даже если его родители сами не являются веганами, они уже понимают, что веганский образ жизни – это самое здоровое питание, которое только они могут дать своему ребенку. Всегда помните, каждый день мы голосуем нашими деньгами. И это на самом деле те выборы, где наш голос что-то значит. Каждый день у нас есть выбор не приносить деньги бизнесам, которые ведут неэтический, жестокий образ жизни. И каждый день у нас есть выбор голосовать за компании, которые этические, которые не загрязняют нашу планету и не убивают животных и наше здоровье. Становитесь веганами для вашего здоровья и здоровья ваших детей. Становитесь веганами для здоровья нашей планеты и всех тех, кто населяет ее вместе с нами. Становитесь веганами для вашей совести. Go vegan!